Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам показать целых 3 красивых кардигана, которые вяжутся спицами. Все они имеют свои особенности, свои изюминки. И первый кардиган, который я хотела бы вам продемонстрировать, с рукавами реглан, связан из тонкой шерсти, очень красивого оформления рукавов. У меня есть описание, сразу повторюсь, схема. У нас узор, как видите, ажурный, несложный. Он у нас вертикальный, поэтому его можно применить не только как отделку для рукава, да, то есть можно его пофантазировать и как-то украсить, применить этот узор в джемпере, например, или в какой-то жилете. Итак, давайте посмотрим, поближе посмотрим узор. Девочки, смотрите, какой узорчик. Рукавчик реглан, и есть, что самое немаловажное, простой узор довольно. Я не вижу здесь никаких сложностей. Спинка перед связана лицевой гладью. И у нас есть подробное описание, как это конструктивно вяжется. Схема узора у нас с вами перед глазами. Раппорт вот выделен от черточки до черточки. Как правило, вот эти петли, которые у нас идут перед раппортом, их надо вязать в начале всегда полотна вязаного, и заканчивать рекомендуется петлями по левую сторону схемы. Смотрите, условное обозначение. У нас пустая клеточка – это лицевая петля, круг – накид, черный круг – изнаночные петельки, то есть в изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, то есть чтобы у нас получалась лицевая гладь. Вот этот знак – это 3 вместе лицевой, этот знак 2 вместе лицевой с наклоном влево, и вот этот знак с наклоном вправо. Вот, в принципе, ничего больше сложного нет. Раппорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель и 10 рядов в высоту. Вот таким образом. Ну и, в общем-то, вот такое описание у нас с вами будет по ссылке. Переходите. Подробнейший текст, как что вязать. В общем-то, никаких проблем, да? Видите, 80% тонкой мериносовой шерсти. И даже немного ангоры присутствует. Спицы рекомендуется номер 6. Размеры рассматриваем 42, 44, 46, 48. Так, ну все, мои дорогие. Давайте сейчас с вами посмотрим кардиган номер 2. Кардиган номер 2 связан из толстой шерсти. Очень эффектно смотрится. Украшением у нас служит красивейший рельефный узор. Сейчас я вам схему чуть позже покажу. Смотрите, девочки, какая красота, правда? У нас также есть подробнейшее описание на русском языке для данной модели, поэтому как вязать вы уж разберетесь, я думаю, прочитаете. Смотрите, платочной вязкой связана основная вязка, и главное украшение – это, конечно, отделка рукава. Рукавчик вот так связано. Очень красивая модель, мне нравится, можно ее порекомендовать. Ее, представляете, накинуть в холодный какой-то прохладный день, накинуть так, дома можно ходить, можно куда-то в гости пойти, поверх какого-то платья красивого одеть. То есть его можно использовать и для повседневной жизни, и для нарядных каких-то выходов, смотря из какой пряжи вы свяжете. И, в общем-то, представляете, если эта пряжа будет каким-то,
иметь эффект с шелком там, да. Но здесь у нас рекомендации идут, описание выглядит вот таким образом, и я его вам ссылку также оставляю на это описание под видео. Можете почитать будете. Все здесь подробнейшим образом расписано. Причем, смотрите, перевод у меня был автоматически. Естественно, я сама не владею языком этим, поэтому что мне Google перевел, то я вам, собственно, и представляю. Но тут по логике очень легко догадаться. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Так. Значит, и посмотрим, давайте, конечно же, схему, выкройку. Вот у нас идет выкройка данной модели. Видно, да, отсюда. Не вникала я в детали, как она вяжется. Здесь вот сразу несколько ширина, высота. То есть сразу на 5. Раз, два, три, четыре, 5. На 5 у нас идут размеров, то есть, я так понимаю, самый маленький 42 и самый большой это 52-54. Вот видите, стоит 60 сантиметров будет у нас ширина спинки переда. Вот, цельновязанный рукав, то есть, в принципе, ничего сложного. Так, и по поводу схемы. Схема, вот очень важно условное обозначение понять у этой схемы. Давайте разберем. Значит, у нас лицевые петли идут. Вот, значит, у нас даны с вами на схеме и лицевые изнаночные ряды. Причем лицевые ряды у нас показаны, это лицевая гладь, пустой квадратик. Вот этот значок со стрелочкой перекрещиваем 2 петли налево. Лицевые петли, конечно же. Горизонтальная черта традиционно у нас изнаночные петельки, то есть это на фоне лицевой глади, все это вяжется. Поэтому, значит, стрелочка у нас направо, перекрещиваем 2 петли направо, да? Теперь вот эти стрелочки, здесь уже идут перекрещивания 4 петель направо, и это 4 петли перекрещиваются налево, по 2. То есть 2 у нас будут перед работой, 2 за работой, если кому непонятно. И здесь также происходит перекрещивание 4 петель направо-налево. Поэтому я думаю, что это легкий, в принципе, узор, несложный. Хоть он так и выглядит внушительно, большой такой. Давайте я вам его целиком, чтобы вы скрин сделали, покажу. Вот, но никаких сложностей в нем нет. Я считаю, простой узор. Еще раз показываю вам картинку с данной моделью. Красивой, эффектной, легко, быстро свяжется, что немаловажно, с описанием вязания. Я думаю, все получится, мои дорогие. Переходим к третьему кардигану. Третий кардиган, самый красивый, его можно, скорее всего, назвать даже жакетом. Это с использованием вертикальных ажурных узоров, очень красивых, в таком совокупности. Здесь 2 вида узора у нас будут, 2 схемы использоваться для вязания, как видите, да. Здесь хорошо очень можно разглядеть жакетик. Также у нас будет описание на разные размеры, выкройка. Это у нас, конечно же, видно сразу рукав с окатом, чистая классика вяжется, да, хорошо сядет по фигуре. Потребуется некое мастерство, поскольку узоры все-таки не самые простые. Потребуется умение читать, например, схемы, да. Вот у нас перед как связан. Не совсем четкое изображение, но все равно взаимное расположение узоров понятно, да. Поэтому большие размеры, пожалуйста, возьмите себе на заметку, обратите внимание. Это очень красиво будет. Это реально будет очень красиво смотреться. Схемы есть, описание. Также будет перевод. Хотела бы вот вам приблизить еще спиночку, да, посмотрите, как это смотрится. Несколько мутновато, но все равно. Представьте себя в этой красоте. Пряжу любую, но лучше, наверное, можно хлопок, можно шерсть, можно вообще что-то пушистое. Представляете,
Если это будет мохер или пряжа с ангорой, очень красиво. И перед вот вам тоже приближаю. Взаимное расположение узоров здесь хорошо видно. Хотя у нас, конечно, будет сейчас схема и описание, но визуально, конечно, надо тоже понимать, что за какой узор за чем следует. Причем, наверное, на разные размеры там будет какой-то нюансы расположения этих узоров, как обычно это бывает. Схема. Вот здесь все показано у нас. Это ромб вот этот красивый был. И вот эти вот узоры, это по спинке идут, я так понимаю, вот эти вот узоры. Такая у нас идет она зигзагообразная ажурная полоса, тоже симпатичная. С условными обозначениями здесь нет перевода, но по логике понятно, что вот этот треугольничек у нас это 2 вместе лицевой, пустой квадратик это лицевая петля, горизонтальная черта это изнаночная, круг накид, я уже сказала, да. Далее, что тут еще, какие тут условные обозначения? Ну, пустой, вот этот черный квадрат, это, похоже, нет петли. Мы делаем 2 вместе, и далее у нас получается в изнаночном ряду мы делаем накиды. Вот таким образом вяжется такой узор. Так, ну все, в принципе, остальные все условные обозначения понятны. Итак, девочки, делайте скрин схемы. И описание у нас. Да, кстати, выкройку я же не показала. Вот такая выкройка. По размерам здесь опять-таки идут большое количество размеров 42-го. Я так понимаю, вообще там по 50, даже 6, видите, 33, это значит 66 сантиметров. 56-58, то есть у нас идет ширина, длину под себя, конечно же, мерки меняем. Как сделать расчет под себя, что-то переделать. У меня есть прекрасный бесплатный видеоурок, который ссылку я оставлю под видео. Так, и опять-таки описание наше с вами. Опять, честно говорю, перевод был автоматический, то есть я не сидела со словарем, я не владею этими языками, поэтому мне перевел любезно все это Google, я не редактировала, все как перевел, так я вам все и размещу по ссылке этот текст, поэтому не думаю, что разберетесь. Здесь логично, все в принципе понятно, я читала, все понятно. Так, пряжу можно не обязательно ту, которую нам предлагают, все, что под рукой, пожалуйста. В общем, надеюсь, что вам все понравилось, и до новых встреч.